Всем привет! Эти дни ничего не снимал, не было особо и времени. Трудился в поте лица, в прямом и в переносном смысле. Возобновил снова сенокос, ну а так как погоду обещали только на неделю, то хотел по максимуму это время воспользовать. А следовательно включил режим муравья и работаю по отработанному сценарию. Утром кашу, днем ворошу, ну а вечером, как оно печально не звучит, все пытаясь еще вывести старое сено сеновала. Ну, сейчас уже не так активно это делаю, только по возу в день, насколько сил хватает. Не знаю, когда оно уже закончится, походу сеновал какой-то бездонный. Кстати, отрыл еще одну интересную штуку. Ну, вытаскивать ее сюда не буду, довольно такая громоздкая. Пойдемте покажу. О, я так предполагаю, что это каркас от ткацкого станка. Видел на чердаке там разные ролики, колесики. Но не знаю, пока заложу, а будет более время посвободнее, то тогда посмотрю, что это за штука. Может быть, получится собрать его. А пока вот сколько освободил. Только на то, чтобы складировать новое сено. А здесь посмотрите, насколько уровень отличается от двора. Где-то на метр высота разница. Ну а вот это уже сено, которое я заготовил. Эти дни еще ничего не возил, в основном кашу и ворошу, а косил 3 дня по несколько часов. Попозже точно расскажу, я записываю все трудозатраты, чтобы потом в итоге посчитать себестоимость и узнать, выгодно ли вообще заниматься сенозаготовкой самому. Может, проще его купить будет. А косить, скорее всего, больше и не буду, потому что нет смысла, не успею высушить. Послезавтра обещаю, что дожди снова вернутся. Ну, посмотрю еще, как с этим буду справляться, что накошено. Если время позволит, то, может быть, еще немного покашу там, где не густое. У нас сейчас безоблачно, небольшой ветерок, плюс 31, так все быстро сохнет. Вовремя я успел замульчировать градки, а то такой погодой вообще ничего расти не хочет. Растения сохнут прямо на корню, можно даже и не скашивать. Это помните, когда я только начинал их укрывать, то делал замеры. Температура воздуха была тогда плюс 23, а температура земли прогрелась до 34. Ну а сейчас при 31, наверное, и все 50 будет. Там вообще парилка такая. А под сеном, как видите, они себя хорошо чувствуют. Ну а то, что не укрыто, намного медленнее растет. Я хоть и закончил полоть и мульчировать градки, но все равно времени приходится уделять столько же. Такой погодой те растения, которые не укрыты сеном, сильно увядают, и приходится их поддерживать и поливать. Ну, сейчас это делать не буду, я вчера уже бегал с поливачкой. А завтра утром, если не буду косить, как раз высвоится время и еще разок полью. Ну а сейчас идти подготовлять сено к ночи.
7 потов сошло, пока разгрузил. Да нет, какие-то не тяжелые, от 6,2 до 7,2 килограмм, и единицы за 8 переваливали. В общем, в среднем получился 6,7. Жара и невыносимая работать, даже и техника это отказывается. Сейчас в музыкальной зарисовке хотел последним кадром поставить телега сбоку, и как суки по одному пропадают. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну и пока этот кадр снимался, разгружал, взвешивал сколько, минут 10-12 прошло. Так камера перегрелась и отключилась, перестала записывать. В итоге пришлось нести, охлаждать, ну и сам немного охладился, и рубашка слегка подсохла. В тенечке поприятнее находиться. Ну, только что здесь шумновато. Липа цветет, так все пчелы слетелись, и стоит такой гул и аромат. Ну, только что минус за горчицей. Оттуда все пчелы слетели, и не вовремя я ее посеял. Если они не вернутся, не опылят, то, скорее всего, и без семян останусь. Как вчера возвращался, снимать не стал. Все равно смысла не было, ничего видно бы не было, кроме света фары. Вернулся около полуночи. Сейчас самые длинные дни в году, и у нас темнеет около 11. Ну а последний час там фонарик присылал уже сено. Хотела закончить, чтобы не возвращаться на то поле. Если верить моему шагомеру, то тот участок был 6 соток, и на нем собрал 28 тюков. И потратил на это все 4 часа, с учетом там загрузки, разгрузки, собрать сено. В среднем уходило на один тюк запрессовать только 8 минут. И это еще цветочки. Сейчас ехать на второй участок. Там и площади побольше раза 2,5, и трава была и повыше, и погуще. Ну вот, такой вот участок. 2 дня косил, где-то по 2,5 часа. Если бы скосил до самого леса, то получился бы гектар, но там дальше трава уже поменьше, на горке по суше. А здесь слева трава хоть и густая, но косить не стал, так как много морковника, дудки долго сохнуть будут. Так намного комфортнее работать в тени паруса мотоблока. Не так жарко будет. Только что придется потом все это оборудование перетаскивать. Хотя я думаю, намного проще будет поднести сено вилами, чем таскать это все. Было бы еще неплохо, чтобы кто-нибудь оводнял отгонял. Раньше с этим Шада хорошо справлялась. Ей только скажешь «Шада муха», так она бросается сразу на все, что летает. Только что с пчелами уже эта шутка не проходит. 2 раза поймала и хватит. Так ее же такой погодой из дома не выгонишь. Там хорошо, прохладненько. Я даже одну ночь недавно замерз, хоть и сплю под теплым одеялом. Утром проснулся, так щиток протопил. А потом догадался, это ж можно было бы и окна пооткрывать, чтобы теплый воздух влился. А с ними и мухи, и комары. Да и поленился снимать подвойные окна. До сих пор еще не разбирал и специально не буду, чтобы дом оставался термоустойчивым. А так заходишь после такой жары, хорошо,
прохладненько, градусов 19-20, сразу отдыхаешь и остываешь. Хотя, скорее всего, на ближайшее время про отдых придется и забыть. Тут с тюкованием и работы дня на 2, если не больше. Это еще хорошо, что не докосил, хоть и были такие мысли. Косить-то я люблю, могу по несколько часов без перепынка. Это в азарт вхожу, когда вижу, как площади скошенного разрастаются. Ну, с тюкованием тоже приблизительно такая же самая. Главное начать, а потом уже как вижу, как прирастает количество тюков, тоже азарт начинается. Ладно, идти работать, а то сейчас тоже войду в азарт поболтать. А нужно все же закончить этот эксперимент и подвести итоги и выяснить, выгодно ли все же заготавливать сено. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Ну вот, здесь тенечек побольше, будет покомфортнее работать. И парус можно уже не перегонять. Ту часть поля уже все, одолел. Смотрите, какой здесь муравьиный город. Какие понастроенные дома. Хотя, если не считая их, то здесь поверхность намного ровнее по относительно с теми, которые находятся в лесу. Но все равно роторной косилкой я бы здесь тоже рады не дал. На каком-то из этих небоскребов вся работа бы и стала. Но с помощью ей бы, наверное, этот участок скосил бы весь за час. Нужно будет что-нибудь сделать с ними к следующему сезону. А здесь с этой стороны осталось еще 3 копны. Собрал я их позавчера. Там на день короткочасовой дождь передавали. Ходили тучи грозные, но так ни капли не упало. В итоге я их и оставил, не разбрасывал больше. Сено-то уже готовое было, сухое. Да и к тому же в таком варианте с ними проще намного работать. Сразу берешь и прессуешь. Не нужно будет потом площади загребать. Да и ночью роса не портит, а днем не сильно пересыхает. По площади здесь уже не так и много осталось. Да и там на горочке трава была намного поменьше, чем здесь. По идее должен успеть. Согласно собранной статистике, еще одну копну сегодня спрессую. Ну и на завтра 2 останется. Но все равно нужно поторопиться, потому что завтра с 3 часов передают опять дождь, а послезавтра и вообще ливень. Главное, чтобы не изменилась погода и раньше дождь не начался. Да и поскорей бы закончить уже и добить это сено. А то я и так заигрался с ним. Но зато собрано большое количество данных, на основании которых можно делать уже выводы без этой части поля. А цифры получились такие. Та часть поля и тот участок возле леса, если, конечно, верить моему шагомеру, по площади занимают 15 соток. Косила их 2 дня, в сумме 6,5 часов. Косил без перекуров, только останавливался на то, чтобы бензокосу заправить. Кстати, спалил ею на эту работу 7 литров. На то, чтобы сено высушить, понадобилось тоже 6,5 часов. Несколько раз поворошить, собрать в волки, потом в копна, на утро растрясти, снова поворошить, снова собрать волки, ну и уже потом придавать прессу. А чтобы из него получить красивую прямоугольную форму, понадобилось аж 12 часов. И в итоге с этих 15 соток спрессовал 85 тюков, в среднем на один получилось 8,5 минут затратил. Ну а по весу один тюк размерами 35 на 35 на 70 завесил в среднем 6,5 килограмм. Не знаю, почему-то
Там возле леса они тяжелее были, чем здесь. Ну и в общей сложности заготовил уже 550 килограмм. Ну и здесь еще из этих копок, наверное, килограмм 150-200 будет. Потом посчитаю отдельно, когда спрессую. Ну и что мы в итоге получили? Для того, чтобы заготовить полтонна сена в тюках, необходимо 7 литров бензина расплавленного масла, шпагата на $5, ну и 24 часа, то есть 3 дня по 8 рабочих часов. А выгодно это или нет, уже считайте сами, в зависимости от того, какая стоимость сена в вашем регионе, ну и сколько вы можете заработать в день. Какая цена у меня в районе сейчас, даже и не знаю. Посмотрел объявление в интернете и ни одного не нашел в районе актуального. После выходных обзвоню ближайшие колхозы, поспрашиваю, какая у них цена и продают ли они, чтобы быть в курсе и знать, за сколько выставлять на продажу свое. Да и объявлений, может быть, нету не из-за того, что нет конкуренции, а из-за того, что нет спроса. Ну а если считать по прошлому году, то один рулон сена в 250 килограмм у нас продавался от 150 рублей, это где-то около $50. То есть за полтонны сена нужно было отдать $100. Ну вот и скажите, сможете ли вы заработать $100 за 3 дня? $100 за полтонны сена, это без учета доставки. Ну а все в расходах, транспортные расходы я не беру в расчет. Не вижу смысла. Расстояние у меня здесь небольшое, где-то метров 200-300, да и поленился. И тяжело измерить, это нужно было сливать топливо, замирать его. Я сколько на этом мотоблоке езжу? Практически уже год. Сколько работы переделал, а спалил всего лишь только 12 литров дизеля. Имело ли смысл тюковать сено, и если в этом выгода? Скажу однозначно да. Не спешите критиковать и говорить, чувак, какая выгода, 12 лишних часов работы потрачено. Давайте вместе посчитаем. Для того, чтобы загрузить воз тюков, мне понадобится минут 10 играющих. Ну а когда загружал из копны, уходило больше часа. Там нужно выкладывать его аккуратно, чтобы не развалилось по дороге, залазить наверх, посмотреть, чтобы все было хорошо. Ну а разгружать в принципе не намного быстрее. И в итоге экономится 2,5 часа. Откуда 2,5? Ну, смотрите сами. Один воз тюков это 2 воза такого сена. И получается, что по часу на загрузку экономия и полчаса на дорогу туда-обратно. Шадо, ты чего пришла? Что, соскучилась уже? Или пришла контролировать? Все, я заканчиваю уже. Сейчас поедем домой. Уже и темнее. Ну, идем на ручки, будешь помогать мне загружать. Давайте вернемся к подсчетам. Получается, что на доставке я сэкономил 5 часов времени. Ну а остальные 7 часов сэкономлю в будущем. Смотрите, я пришел, взял 2 тюка сена и понес, дал кроликам. А так, если бы оно было навалом, то это попробуй наскуби еще 2 больших хапка. Потом 2 раза сходи занеси. Это получается как минимум в день минут 5 экономишь. А за месяц получается 2,5 часа. Ну а кормим сеном там мы не 3 месяца, а больше. Я еще и не гружу по много. Можно было бы несколько рядов спокойно выложить, потом веревочку перекинуть и перевязать. А мне здесь выезжать тяжело. Канава. А с таким вариантом телеги нагрузка на мотоблок небольшая, и он буксует.
Да и во дворе там довольно такой большой уклон при въезде. Слишком тяжело ему грести. Порой пробуксовывает. Алло, Добрый день. добрый. Это Мяльская агропромэнерго. Ну, Подскажите, пожалуйста, продаете ли вы сено? нет. Ну, то лучше к директору. Мгм. Ну, навряд ли. Понял, спасибо.